Клэр сидела в аэропорту Атланты, устало прижавшись к прохладной стене терминала. В руках она сжимала посадочный талон так крепко, словно боялась его потерять. День был изматывающим, длинное собеседование в престижной фирме закончилось вежливым отказом. Туфли натирали ноги, голова гудела от шума, а глаза слепались от усталости. На табло горела надпись «Ее рейс домой» в небольшой городок Уилмингтон в Северной Каролине вылетает через 40 минут. Там ее ждала бабушка, одинокая и больная, старый дом и нескончаемые счета. В зале вдруг послышался плач. Клэр подняла голову и заметила мужчину лет 35. Его дорогая одежда не скрывала усталости, взгляд потерянный, плечи опущены. На руках он держал мальчика лет 6, который всхлипывал и шептал что-то сквозь слезы, явно измученный дорогой. Мужчина метался между стойкой и табло, сжимая какие-то документы. Наконец, работница стойки объявила: «Мест нет, регистрация закрыта, других рейсов сегодня не будет». Он опустился на скамейку, прижал ребенка к груди, закрыв глаза. В его лице, несмотря на внешнюю респектабельность, было что-то до боли человеческое, разбитое усталостью и бессилием. Мальчик тихо захныкал, зарывшись лицом в его плечо. Клэр смотрела на них, и сердце жалось. Она знала, что значит отчаяние и отсутствие выхода. Сделав шаг, а потом еще один, она остановилась перед ним и молча протянула свой билет. Мужчина поднял голову, на миг не поверив происходящему. Он взял талон осторожно, как что-то драгоценное, и лишь кивнул, будто слова застряли в горле. Клэр осталась стоять, пока они не скрылись за дверями посадки. Домой она вернется лишь завтра, но странное тепло уже заполнило ее изнутри. Прошла неделя. Клэр сидела в своей маленькой квартире, завернувшись в старое одеяло. Она листала телефон, проверяя вакансии, и считала мелочь на лекарство для бабушки. Внезапно раздался звонок в дверь. Она удивленно посмотрела на часы, было 9 утра. На пороге стоял тот самый мужчина. Сегодня он выглядел иначе, уверенный, спокойный, с папкой в руках и мягкой улыбкой. Он представился: Дэниел Харпер, владелец крупной строительной компании. Тогда, в ту ночь, он спешил на срочную операцию для сына, и все прошло успешно. Он нашел Клэр через авиакомпанию и приехал, чтобы поблагодарить и предложить работу координатором благотворительных программ. У Клэр перехватило дыхание. Она молчала, пытаясь осознать, одно спонтанное решение в аэропорту изменило все. Она просто отдала билет, не думая о себе, а теперь перед ней стоял человек, который протягивал ей шанс на новую жизнь. В глазах защипало, и Клэр улыбнулась сквозь слезы, впервые за долгое время ощущая, что добро действительно возвращается. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.